这个是100万年级别的魂环，还是神级魂环？ Мы с нетерпением ждем, когда Тансан завершит все испытания и станет настоящим морским богом. Однако перед этим произойдет много всего интересного. Сражение у перевала Дзелин, которое мы наблюдаем в нынешних сериях Боевого континента, это еще далеко не финал. Тансан должен завершить 8-е испытание, а также 9-е. Стать морским богом, получить наследство Асуры, и только тогда произойдет финальная битва с богинями Бибидун и Тяньринсюя. Как и полагает мастеру 100-го ранга, Тансан получит 10-е кольцо. Оно будет чрезвычайно особенным и крайне могущественным. Это кольцо уровня бога, возрастом 1 000 000 лет. Ранее мы уже говорили, что божественные кольца могут иметь различные цвета и оттенки, в зависимости от атрибута владельца. Учитывая, что первый дух Тансана Сине-Серебряный Император, у него преобладают синие краски. Также он будет повелителем морей и океанов. В итоге его 10-е кольцо будет не просто золотым, но с ярким синим сиянием по краям, другими словами, сине-золотое. На боевом континенте это довольно редкое сочетание цветов. Среди мастеров красное кольцо не часто встретишь, но увидеть такое, это вызовет удивление и точно шокирует всех присутствующих. Как же Тансан получит свое 10-е кольцо? Давайте узнаем. После жертвы Босайси Тансан вошел в ворота наследования морского бога, образованные красным золотым пламенем, а затем опустился в подводный мир. Нижний дворец был в 10 раз больше, чем императорский дворец. Его высота более 200 метров, покрытый золотом. Это величественный храм морского бога. Внутри Тансан увидел самого морского бога, высотой 100 метров, сидящего на стуле. После долгого рассказа о принесении жертвы Босайси, Тансан вошел на круглую золотую платформу. Дождавшись последнего испытания, он успешно получил божественные доспехи и официально унаследовал положение морского бога. Все его духовные кольца были улучшены на 50 000 лет культивации. В итоге кольца на Сине-Серебряном Императоре с 1 по 9 стали красными, а далее произошло нечто удивительное. Появилось ключевое 10-е духовное кольцо, ослепительного сине-золотого цвета. На молоте чистого неба кольца с 1 по 8 стали красными, а 9 превратилось в темно-красное золото. Оно также было кольцом уровня бога. Получается, после того, как Тансан стал богом, он обладал духовными кольцами 100 000 лет и 2 духовными кольцами 1 000 000 лет. Таким образом, из процесса наследования божественной силы Тансана мы можем узнать, что 10-е кольцо уровня бога не было получено путем охоты и убийства духовных зверей, и оно не было поглощено, как другие дарованные богом кольца. Оно само сформировалось, как только Сан получил награды за все испытания и стал богом. Вот как это описывается в новелле. В тот момент, когда Тансан схватил трезубец морского бога, яростное золотисто-голубое пламя внезапно вырвалось из его тела. Весь хаос в небе, казалось, застыл в это мгновение. В следующий момент этот ослепительно-золотистый трезубец морского бога был направлен прямо вверх, на небесный свод. Огромная сила всасывания вырвалась из каждой части Тансана. Волны и узоры восьмикрылого доспеха на его спине сияли еще более ярким светом. Золотая морская вода хлынула со всех сторон со скоростью молнии, безумно устремившись в Тансана. Золотисто-голубое пламя окружило его. Из-под него медленно поднималось одно кольцо за другим. Все они были потрясающими. В прошлом Тансан видел 9 колец Тяньринсюя. Каждая из них освещалась золотым светом. Но то, что он наблюдал сейчас, было совершенно другим. А что можно сказать насчет кольца от короля китов? После награды она увеличила свое развитие на 50 000 лет, как и другие кольца Тансана. А этого как раз не хватало, чтобы перешагнуть отметку в 1 000 000 лет. Оно также приняло божественность Асуры. Если у 100 000-летнего красного кольца имеется сразу 2 навыка, то сколько навыков будет у кольца в 1 000 000 лет? Способности 10-го кольца Тансана неизвестны, но золотые кольца обычно имеют 4 навыка. В сети также существует информация, что 13 золотых алебард – это и есть навыки божественного кольца Тансана. Но мы-то знаем, что это способности божественного оружия, трезубца морского бога. Скорее всего, 10-е кольцо имеет совершенно другие навыки. Возможно, мы узнаем о них в будущих частях Боевого континента. Большое спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете о 10-м кольце Тансана. Какой крутой навык на нем может быть? Можете придумать вашу версию в комментариях. Подписывайтесь на канал и всем пока.